Всем привет! Вот таких два поребрика дорожных были. Они делали свою функцию, я решил их приукрасить. Какую функцию они исполняли, увидите в конце ролика. Что я сделал? Загрунтовал грунтовкой глубокого проникновения, добавил в плиточный клей виброволокно и с трех сторон накидал плиточный клей примерно толщиной 2-3 сантиметра. Но по уму нужно было сетку сделать, пробуриться перфоратором, закрепить, и на сетку было бы надежней. Но я экспериментирую, в этом ничего страшного нету. Итак, я сейчас расскажу все в процессе, в каких пропорциях, что я делал. Отпечаток самого рисунка я делал матрицей. Эти матрицы тоже делал сам. Делал из муки, из крахмала и в мыльном растворе. Можно делать разные отпечатки рисунков. Видите, здесь плохо отпечаталось. Это я как бы на сухую. Потом смочил матрицу саму в мыльном растворе, и уже более четкий отпечаток остается. Если что-то не нравится, можно шпателем прогладить и заново отпечаток сделать. Мне главное задать рисунок. Дальше раствор, когда подсохнет, можно прорезать швы. Вот эту матрицу штамп, она универсальная, в нее можно и заливать, и гипс, и раствор, и уже на месте отпечаток делать. Видео, как я делал эту матрицу, пока на канале нету, но в скором времени я сделаю видео. Оно сделано, нужно просто смонтировать. Отпечаток я делал с календаря мая, значит диаметр 35 сантиметров. Кто не знает, что такое календарь мая, можете забить в интернете, посмотреть, почитать. Очень интересно и познавательно. Итак, такие два поребрика, кстати, я смотрел в интернете. Погонный метр такого поребрика стоит от 70 рублей. То есть их можно использовать как и под клумбу, под поребрики также. Ну, в общем, идей много на самом деле, куда можно их использовать, тем более привести в порядок, приукрасить, так сказать. Здесь подсохло все, вот отпечаток уже, когда подсох. Вот швы можно прорезать ножом, отверткой, зубилом, кто на что гораст. Самое главное, текстура камня есть, все вот эти выпуклости. Тут много фантазии не надо, на самом деле. Сможет сделать вообще абсолютно любой человек такими вот штампами. Вот, прорезаю, значит. Чем глубже, толще раствор будет, там 2-3 сантиметра, тем будет более фактурный рисунок. То есть придавать такую глубину самого рисунка. Так, здесь уже все высохло, когда швы прошел. Заново грунтую грунтовкой глубокого проникновения. Покупал я, значит, концентрат. Он разводится 5 к 1, но я развел 1 к 3. Вот, грунтую тщательно все, не жалея, потому что эти два поребрика будут стоять на улице. Сначала вот с такого пульверизатора ручного, а потом кисточкой прохожу между швов. Точнее, вот где швы есть, туда тоже обязательно нужно подобраться. Здесь уже все подсохла грунтовка. Дальше что я делаю? На 200 грамм грунтовки, да, глубокого проникновения развожу где-то 4-5 миллилитров колера. В этом случае вот у меня идет красно-коричневый колер. И выборочно там через 1, через 2 начинаю красить, придавая как бы рисунок самому камню. Белая краска также, белая, ну белую я взял, значит, фасадная,
акриловая. Ее также разбавил с грунтовкой. Примерно пропорции тоже 200 грамм. Там можно 6-7 миллилитров. Можно побольше, ничего страшного в этом нет. А черная колер я разводил также на 200 грамм грунтовки. Вот черного колера нужно где-то 2-3 миллилитра на 200 грамм черного. Ну, это все экспериментировать надо. Главное рассчитать, если большой объем, чтобы был один оттенок. Вот. И лицевую сторону я тоже решил просто черным колером пройтись. Здесь как бы без такого разнообразия. Вот получается примерно вот такой вот цвет. Но это еще не окончательный цвет, потому что я экспериментирую, пробую разные варианты, как бы с разным добавлением колеров. То есть где-то больше, где-то меньше. И как бы вот делюсь с вами и записываю видео, чтобы самому потом не забыть, в каких пропорциях все это делается. Дальше просто взял кофейный колер и желто-коричневый колер. Колера можно брать разные фирмы, потому что я думаю, что в принципе разницы никакой нету. А я думаю, что они вообще льются с одной бочки, просто фирмы разные. Но это лично мое мнение. Как бы, ну, так сказать, как бы то же самое, что бензин привозит, тоже все с одной бочки. И вот такими нелегкими, точнее, не хитрыми движениями, просто на губку, как бы получается, смачиваю губку колером и вот так прикладываю такими разными, ну где-то мазнул, где-то оставил, где-то подтер, вот двумя именно вот этими колерами. Можно тремя еще сделать. То есть, как бы нужно пробовать, экспериментировать, но сам процесс, я думаю, понятен будет, как я сделал. Я никого ни в коем случае не учу, просто делюсь с вами своим опытом. Вот, и после всего вот этой всей процедуры я наношу уже поверх вот этих всех покрасок уже черный колер. На 200 грамм где-то 3-4 миллилитра тоже можно. И перекрываю все вот это черным колером. Почему? Потому что вот этот черный колер, он приглушает вот этот желтые цвета кофейный, да, плюс еще пропитывается с белым, с черным, с тем же самым, и с коричневым, красно-коричневым, вот это то, что я делал, и получается размытая текстура покраски, то есть более на натуральный камень похоже. Ну, не знаю, это лично мое как бы наблюдение, мое мнение, как бы вкус у всех разный, но по мне это более естественно смотрится. Извиняюсь за голос, простывший чуть-чуть. Так, ну здесь уже тоже подсохло все. Дальше я что сделал? Ну, еще как бы не совсем подсохло, но более-менее уже подсох колер, грунтовкой подсохли. Я взял уже проверенный лак, это не реклама, лак Лакра. Здесь цвет у меня дуб, он есть разных цветов, орех, сосна, есть бесцветный. По инструкции он для наружных и для внутренних работ. Защита от ультрафиолета. Там в интернете можете забить, почитать. Я покупал в Максидоме, потому что там дешевле всего. На Озоне в 2 раза дороже. В прошлом видео я где-то говорил об этом, но все равно еще раз напомню. И прохожу тщательно, очень тщательно, особенно вот где швы между камешками вот этими. Потому что будет на улице стоять влага, мороз. Не хотелось бы, как бы, чтобы что-то там поотлетало, поиспортилось. И со временем, кстати, вот когда лак высыхает, вот эти цвета, они еще более проявляются. Получается размытость, вот эта вся. Эффектно, в общем, классно. Вот эту лицевую сторону просто взял фасадную белую краску акриловую, полусухой кистью, жесткой желательно кистью. Верхушечки просто прохожусь. Но вот эта белая фасадная краска, да, она тоже как бы со временем чуть потемнеет. Ну как потемнеет, она как бы не такая яркая будет.
Потому что сейчас я показываю, она более такая насыщенная. То есть очень слишком много белого, мне так показалось. Но на следующий день я просто уже видео не записывал. Там она, этот белый цвет, он как бы почти пропал. Но есть местами, конечно. Вот где-то видно, да, вот виброволокно, вот эти вот волосинки чуть-чуть. Но этого в этом ничего страшного нет. Можно взять горелочкой, как бы пройтись, обжечь. А так, в принципе, если не приглядываться, то ничего не видно. Вот таких два обычных простых поребрика превратились в декоративный камень. Такой как бы можно украсить даже в огороде, там, я не знаю, где угодно, в принципе, поставить. Но э, они будут служить на улице возле шиномонтажа. Это будет скамеечка. Они как бы до этого стояли, но были такие страшные, некрасивые. Вот решил приукрасить. Получилось такой вот декоративный два поребрика под скамеечку. Всех попрошу прокомментировать в сообщениях, понравилось, не понравилось. Подписываться не прошу. Лайки, дизлайки тоже можете не ставить, но прокомментировать как бы хотелось бы, как получилось. Всем спасибо за внимание. Увидимся в новых роликах. Пока.